Благодарю вас, что включили это видео. В этом видео я рассказываю про свой личный опыт в медитации, откуда я про нее узнал, почему я начал медитировать, через что я прошел, через какие сопротивления, убеждения и что мне сейчас дает медитация. Начнем, наверное, с самого начала. Про медитацию я узнал, наверное, как все в школе и в юности, когда все смотрели фильмы про буддийских монахов, как они где-то в Тибете, в горах сидят целый день, медитируют, когда у них там открывается третий глаз, когда у них появляются сверхспособности и так далее. Потом в процессе жизни, я к этому относился скептически. И вообще, если так спросить меня, допустим, в 25 лет, мне сейчас 34 года, в 25 лет, если бы меня спросили, или бы даже сказали то, что вот кто-то медитирует, я бы сказал, какой-то ерундой он занимается, какой-то херней страдает, ничего не делает, какая польза от этого, я бы это иронизировал, я бы, возможно, смеялся бы над этим, но я просто не понимал, что это такое. И вот, мне сейчас 34 года, и примерно в 31 год я начал свою первую медитацию. Я тогда еще не знал, что это медитация, как это и что это было. На листочке А4 я нарисовал маленькую черную точку фломастером, прикрепил ее к стене, поставил стул на расстоянии 2 метров и каждое утро 15 минут в день смотрел на эту точку. Оказывается, это была медитация на концентрацию. Вообще все медитации можно разделить на 2 больших лагеря. Это медитация осознанности и медитация на концентрацию. Концентрация может быть концентрация внимания, это может быть какая-то мантра, это может какое-то намерение, какая-то мысль, либо точка, либо свеча. То есть мы на чем-то именно концентрируемся. Вот это была медитация на концентрацию. Ну и вот, каждое утро, пока жена была в душе, я вставал, смотрел на эту точку. И так был день, 2, 3. И примерно через неделю я понял, что мой день совершенно другой. После того, когда я посмотрю вот эти 15 минут в день на эту точку. Да, приходили различные мысли, и это нормально, то, что они приходят. Умственная деятельность сразу же в прошлое, будущее, что-то анализируешь, планы по работе там и так далее. Пытаешься это все из головы убрать и просто смотреть на точку. Смотреть на точку и ни о чем не думать. Но на самом деле я говорю просто, а это очень сложно. И вот буквально через неделю я понял, что мне это нравится. Те дни бывали, когда я пропускал это упражнение, эти занятия. Дни были какие-то плохие, там было много эмоций. Мне не нравились эти дни. Я чувствовал, что что-то не то вообще. И я себя угрызал, почему я не посмотрел на эту точку и так далее. Но когда я на нее смотрел, мой день, и потом я утром шел на работу, я шел заряженный, я шел спокойный, я шел расслабленный. У меня все было четко. В общем, я поймал и понял эту разницу. Когда ты утром медитируешь на эту точку, и утром, когда ты не медитируешь. Это прям большая была такая вот разница для меня. Потом, естественно, я занимался саморазвитием, самопознанием, и многие этим тоже занимаются. Я подписался на многих в YouTube-канале, и до этого, естественно, был и в Инстаграме, и в различных соцсетях, и видел то, что успешные люди, кого я считаю успешным, они все медитируют. И я тогда подумал, раз они медитируют, может, я тоже попробую. Тот же Игорь Будников, там большое количество мастеров и преподавателей, да и вообще тех людей, которые мне просто элементарно нравились, у которых все, как мне казалось, и как сейчас кажется, то, что складывается по жизни, и, они ведут хороший образ жизни, интересный образ жизни, и они все медитируют. И я тоже начал потихонечку изучать эту тему. Как медитировать, что делать, как сесть в позу лотоса, надо в нее садиться или нет, сколько минут в день медитировать. И примерно 2 года назад я постепенно начал вводить эту практику медитации каждый день. Естественно, у меня было большое сопротивление. Поначалу я не понимал, какой от нее будет эффект, как правильно сидеть, почему мысли приходят и их так много в голове. Первое время я медитировал неправильно, я вообще не понимал, что я медитирую. Какая-то умственная деятельность у меня была, я обсуждал какие-то планы на день, которые я медитировал в основном с утра. То есть я просыпался, делал свои дела и садился медитировать перед завтраком. Потом потихонечку, когда опыта было все больше и больше, навыка все больше и больше было, я начал уже отслеживать и стараться правильно, качественно именно медитировать. И опять же, я поймал себя на мысли, даже не на мысли, а на состоянии. В тот день, когда я медитирую, мой день, он классный получается. У меня все получается, я сам собой доволен, у меня все хорошо во всех сферах, в сферах отношений, в сферах работы, в сферах финансов, денег, окружения, я не знаю. Все как-то складывается хорошо. У меня контроль над моими чувствами, эмоциями. У меня четкое состояние, ясное видение. Мне прямо это состояние, оно прям нравилось. И нравится до сих пор, почему я сейчас медитирую. И медитация имеет накопительный эффект.
Ну, то есть, чем больше ты медитируешь, тем больше ты в это погружаешься, и тем больше у тебя это состояние проявляется. То есть, если ты помедитировал неделю, потом, там, не знаю, сделал перерыв на 2 месяца, потом снова неделю помедитировал, ты пока на вторую неделю только начинаешь вспоминать, как качественно и правильно медитировать, свои ошибки опять убираешь, которые ты допускал поначалу. Но если ты каждый день уделяешь, я вообще первое время начинал с 5 минут, 5 минут в день медитации, этого вполне достаточно, чтобы ваш день изменился, чтобы ваше состояние изменилось, оно было гораздо лучше. И это прям видно на фоне. Я сейчас не могу вас переубедить, я сейчас не могу вам чего-то доказать. Это можно почувствовать и пройти только на личном опыте. Когда вы вот целую неделю, там 7 дней в неделю, 5 дней по 5 минут в день помедитируете, и вы поймете разницу. Как вы неделю прожили без медитации, как вы неделю прожили с медитациями. И вы прям, вам уже ничего доказывать не надо. У вас все перед глазами будет, и вы на своем личном опыте поймете пользу именно от медитации. Я много раз прекращал, то есть там делал перерывы на неделю, может где-то на месяц, даже больше делал перерывы, потом снова себя как-то силой воли, либо желанием, либо как-то я понимал бессознательно то, что, если я получаю кайф от медитации, то почему я не медитирую? Это для того, чтобы практику вводить и делать каждый день. Я проходил через различные убеждения, мое окружение мне говорило: Серег, да ты какой-то херней, правда не все естественно, Серег, ты какой-то херней, там, не знаю, занимаешься. Мне поначалу было, не знаю, 2 года назад, допустим, вообще стыдно говорить, что я медитирую, там, не знаю, своим друзьям, коллегам на работе, еще кому-нибудь. И это все проходит, это все вообще уходит на какой-то второй план, это все уже какая-то ерунда становится, когда ты реально понимаешь пользу, когда ты реально понимаешь эффект, и когда ты можешь об этом смело заявлять, когда это тебе очень сильно помогает, и это когда меняет и трансформирует твою жизнь к лучшему. И теперь, то есть, у меня были эти стадии, как я говорил, то, что с окружением мне было стыдно признаться, я бросал медитацию, я медитирую, там, не знаю, по 5 минут, потом в самом начале я медитировал вообще некачественно. Я думал, что я медитирую, но на самом деле я сейчас уже благодаря своему опыту вспоминаю то, что это было наподобие медитации, это было только лишь знакомство. У меня было очень много ошибок, которых я совершал в медитации. И потихонечку это все уходило. Я нарабатывал свой скилл, свой навык. И как я говорил, то, что медитация имеет именно накопительный эффект. То есть результат за 2 медитации вы не получите. Там, я не знаю, вот вы сейчас смотрите это видео, вы заряжаетесь этой энергией, моим разговором, и вы такие подумали: так, все, с завтрашнего дня начинаем медитировать, утром встали, 5 минут помедитировал, следующий день там еще 5 минут, и на 3-й день: так, где эффект? Где мое классное состояние? Почему мне не так здорово, как там Сергей говорил в видео? Медитация имеет накопительный эффект. И достаточно недели, попробуйте лишь неделю, всего лишь неделю помедитировать, и вы поймете это все на своем опыте. Что сейчас? Сейчас я медитирую по 20 минут в день, я медитирую каждое утро. Пропускаю ли я медитацию? Прям каждый день я медитирую, да, иногда пропускаю, но, естественно, по различным причинам пропускаю медитацию, либо перелеты, либо еще что-нибудь, ладно, это не важно. Я планирую сокращать это, чтобы медитировать именно каждый день. И второе, что я планирую для себя сейчас в будущем, это увеличить время. От 20 минут я уже чувствую то, что мне не хватает. Мне охота уже минут 30, может 40. В принципе, как для себя я понял, то, что есть такие вещи, которые с нами всю жизнь будут. Это, не знаю, это как ваше там образование, может увлечение, может хобби. Они могут меняться, а могут оставаться на всю жизнь. И для себя я понял, что медитация со мной будет всю жизнь. И я планирую через 5, через 10, через 15, через 30 лет также медитировать. И, не знаю, где-то там в моих планах, в моей голове, то, что я планирую достичь такого уровня, это примерно, может, 45 час по времени каждый день, и все-таки делать это каждый день. То есть повысить свой скилл, повысить свой левел, повысить свой, там, не знаю, опыт именно в медитации. Это что я планирую на будущее? То, что она со мной сохранится через 5, через 3, через 10, через 15, через 30 лет, я в этом даже не сомневаюсь. Потому что здесь сейчас я понимаю от нее пользу. Медитация мне дает ясное видение. Медитация мне дает контроль над чувствами и эмоциями. Медитация мне дает расслабление. Медитация — это как тренировка. Это не как, это и есть тренировка нашего мозга. Это концентрация. Это кайфовое состояние. И все, что я вам сейчас, какие прилагательные либо слова не говорил, плюсы там медитации, вы это можете понять только на своем опыте. Попробуйте просто 1 неделю помедитировать, 5 минут в день, этого достаточно каждый день. И вы поймете все уже на своем опыте. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях, я буду делиться, отвечать. Если у вас есть какие-то вопросы по медитации, по техникам, по видам, пишите все, я буду делиться опытом, знаниями и буду вам помогать. Если вы хотите начать медитировать, я вам в этом помогу. Спасибо большое, с вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.